начали очередной этап очистки полей от древесной кустарниковой растительности. Фермер Руслан Агаев ведет свой блог в интернете, где делится всем, что происходит в его небольшом хозяйстве и у его соседей, коллег-фермеров. Вот решил он расширять посевные площади. Оказалось, не так это просто сделать. Поле, которое он взял в аренду, так травой заросло, что плуг в землю не лезет. Поля заброшены, давно уже не используются. Использовались как сенокосы, но уже несколько лет заброшены. Вот эти участки. Видно, тут небольшие березки еще только-только. И разнотравие. Сено косить никто не хочет. Мы им предлагали, кому надо, можете скосить, забрать. Но не хочут. О, какой слой мощный. Пожалуй, пару раз придется проехать, чтобы нарубить ее. Рубят всю эту растительность специальными зубчато-кольчатыми катками. В каждый такой каток заливается 200 литров воды для утяжеления, чтобы уж наверняка весь этот травостой уложить на землю и измельчить. Но за один проход далеко не всегда получается это сделать. Приходится дважды одно и то же место прикатывать. Будем разрабатывать. Нам не привыкать. Эту работу важно сделать в первой половине лета, до окончания цветения трав, чтобы семена не осыпались. А то на следующий год они взойдут, и вся работа на смарку. Измельченная катками трава лежит на поле несколько дней, после чего на это поле заходит дисковая барана. Такая или вот такая. Она окончательно измельчает траву и рыхлит верхний слой земли. Чем тяжелее эта барана, тем лучше. Но за один проход тоже далеко не всегда получается подготовить поле к посеву. Приходится проходить 2, а то и 3 раза. Работа очень трудоемкая и затратная. И это всего лишь разработать поле, заросшее травой. А если на поле уже березняк начал расти, такие поля достались соседу Руслана, фермеру Ивану Киселеву. С этими березами уже никакие катки и дисковые бороны не справятся. Тут другая техника нужна. Трактор ХТЗ с испанским мульчером Сират медленно, но верно приводит поле в порядок. Впереди трактора самодельный отбойник из трубы, чтобы валить деревья. А сзади мульчер измельчает их в щепу и перемалывает с землей примерно на глубину 5-7 сантиметров. По сути, после такой обработки можно сразу сеять зерновые. Ну, сейчас посмотрим, как мульчер работает. Вот эту полосу он уже проехал. Стоял такой же березняк. А это опять поле фермера Агаева. Этим березам минимум 20 лет. Их так просто не возьмешь. Деревья приходится корчевать гусеничным трактором, а некоторые предварительно еще и выпиливать вот таким кусторезом. Вот это наше поле. Вот это все поле. Пилим. Поход тут еще целый год будем сидеть на этом поле. Вон какие пеньки. Работа эта на порядок тяжелее и затратнее, чем с мульчером. После раскорчевки остаются ямы. Их потом нужно засыпать и выравнивать. Еще как минимум год после раскорчевки на это поле сельхозтехника не зайдет. Зиму и весну деревья будут лежать, чтобы дожди смыли землю с корней. Потом их будут пилить. Те, что потолще, на дрова, мелкие на утилизацию. После сюда опять же дисковую борону надо запускать, и все равно часть пеньков в поле остается. Как сказал фермер, из-за этого все пальцы на комбайнах переломали. И, в общем, в первые годы после раскорчевки низкорослые культуры на этом поле лучше не сеять. Но решение этой проблемы тоже есть. В Воротынском районе по таким полям проходит специальным агрегатом – ротоватором. Но по сравнению с тем, как мы раньше делали, бульдозером, экскаватором, корчевали, бурты делали, затраты громадьше были, ямы. Сейчас он 2 прохода, можно после него сеять. Путем проб и ошибок в хозяйстве Семьянской нашли оптимальный для себя способ ввода сельхозземель в оборот. Поскольку в хозяйстве для экономии электроэнергии на всех объектах зимой топят печки, им нужны дрова. Потому деревья на полях сначала пилят, заготавливают из них дрова, а с оставшимися пеньками и мелкими ветками легко справляется финский ротоватор Мэри Крашер. Что остается от пней на глубине 25 сантиметров. Сейчас мы расширяем площадь уже там, где действительно есть деревья, кустарники, и
обычным способом, как-то выкорчевка или все это уже неприемлемо. Поэтому вот опробовали, как он в деле. То есть и деревья в щепки, и пеньки в щепки заделывают. У нас таких площадей полно, и если мы их будем вводить, то приходится вводить с большими затратами. Пеньки ротоватору на один зуб, а таких зубов у этой машины больше сотни. Проходя по полю, она перемалывает все на глубину 20 сантиметров. После 2 проходов сюда сразу можно запускать сеялку. Таким образом, в Семьянском ввели в оборот уже 80 гектаров, и в ближайший год планируют как минимум эту цифру утроить. А сколько примерно лет назад эти поля забросили? 20 лет назад. 20 лет. Ну, они по 8, по 10 метров уже. А это уже соседи воротынцев. Хозяйство Диметра находится на другом берегу Суры. Местность здесь холмистая, ни одного ровного поля. Сплошь бугры да овраги. Но проблемы все те же. Поля заросли лесом. И если хочешь расширяться, нужно от этого леса как-то избавляться. Есть поля, которые вот как раз через овраг, вот тут, вот в этом направлении, южнее получается, тоже поле заброшенное. Через овраг опять поле заброшенное. Так что есть куда развиваться, есть куда расти. Сейчас в Диметре 500 гектаров пашни. В ближайшие годы хотят удвоить площади. Если выпиливать и корчевать, как это делают в Арзамасском районе, то лет 10 уйдет. Потому здесь пошли по радикальному пути. Купили самый мощный ротоватор, который справляется с любыми зарослями. Мы тоже так же думали, не нужно никаких ротоваторов, не нужно никаких там мульчеров, можно спокойно купить, есть бараная дисковая, метровые диски там, и все нормально пройти, за несколько проходов все это убрать. Но ничего подобного. Можно убрать этой бараной кустарниковую растительность где-то, ну, высотой с меня, наверное, 2 метра. Чуть выше меня, да? Это можно сделать, никаких проблем. Все, ну, 3 метра край. И то в этот год ничего не получим. На следующий год тоже ничего. На 3-й год. В лучшем случае мы что-то получим на 4-й год. В лучшем случае. А так, если серьезно, то, что мы вводим поля уже на самом деле заросшие лет 20 назад, даже более 10, наверное, ну, скажем, 20 лет назад, там нужна серьезная техника. Поэтому считаешь вроде бы, это невыгодно. Но когда вот реально посчитаешь экономику, сколько потратили солярки, сколько потратили, на самом деле самое важное, я вот сейчас заметил, мы очень много потратили времени. Действительно, время – деньги. Одно дело, когда ты за год введешь поле в сельхозоборот и уже через год будешь получать с него отдачу, а другое дело – 3 года ковыряться с березами, сводя, казалось бы, затраты к минимуму. А в итоге экономии-то и не получается. Мы теряем очень много, эта экономия получается боком. Время. Самое важное, при покупке ротоватора нужно смотреть время, считать экономику, а вот и потом уже видишь результат, когда видишь конечный результат, как уже что получается после того, как заросшее поле практически можно засевать, то это уже просто никаких слов не нужно. Это получается дисковая барана, это прошлый век, как на самом деле, как и было придумано, как в прошлом веке. Мульчеры и ротоваторы сегодня настолько актуальная тема в сельском хозяйстве, что о них стоит рассказать чуть подробнее. Суть у мульчера и ротоватора одна – расчистка полей от растительности и ввод их в севооборот. Но если мульчер работает по поверхности и на небольшую глубину, то ротоватор способен измельчать все на глубину до 40 сантиметров. Например, испанский мульчер «Серрат», который работает у фермера Ивана Киселева, измельчает деревья диаметром до 35 сантиметров. За 2 прохода поле полностью готово к посеву. Но в первый год возделывать на этом поле лучше зерновые, так как мульчер заглубляется в почву всего на 5-7 сантиметров. Ротоватор – машина более серьезная. Его рабочие органы заглубляются на 20-45 сантиметров, в зависимости от модели, и перемалывает все, даже камни. И первоначально, если видеть просто, что творит этот аппарат, нереально. Думает, что не может быть, это не сможет он сделать. А проходит, все там, такой шум стоит, все в щепу превращает, и все потом, все это перемалывает вместе с землей, и все, ровное поле.
В хозяйстве Диметра ключевая сельскохозяйственная культура – картофель. Для его возделывания почву нужно обрабатывать минимум на глубину 20 сантиметров, а лучше еще глубже. Потому в Диметре и купили ротоватор, без вариантов. В этом году вот стоял вот такой вот березняк, вот прям вот такой вот. Даже березы были, наверное, где-то сантиметров 30. Да, да. Но это пилили... Это в диаметре имеется в виду? Да, в диаметре, конечно, конечно. Ну вот планируем на следующий год уже туда зайти. Я думаю, природа, микробы свое дело делают. Все равно процесс гниения там идет. И на следующий год мы там планируем посеять пшеницу. Финским ротоватором Мэри Крашер в хозяйстве за 2 месяца ввели в оборот 100 гектаров пашни. Через год планируют увеличить эту площадь в 5 раз. Сразу превращает в щепу. И потом вторым и третьим проходом все выравниваем, все перемешиваем уже на глубину 30 сантиметров землей. Так что результат отличный получается. Это самый мощный ротоватор в линейке Мэри Крашер, шириной захвата более 3 метров. Есть модели поменьше. Здесь все зависит от трактора, который будет работать в паре с ротоватором. Чтобы выбрать оптимальный вариант, лучше обратиться к специалистам. В Нижегородской области поставкой мульчеров и ротоваторов занимается компания «Трактористы». Продолжим тему ввода в оборот земель сельхозназначения. Дело это затратное, как я уже сказал, и отдача будет минимум через год, а то и дольше. Потому в Нижегородской области 50% затрат, понесенных на проведение этих работ, то есть на раскорчевку, распашку залежных земель, а также на улучшение их химического состава, проще говоря, на внесение в эти поля доломитовой муки, поскольку после леса почва очень кислая. Так вот, 50% затрат компенсирует областной бюджет. В 2022 году на эти цели выделено 225 миллионов рублей. Этой поддержкой до конца года воспользуются 29 сельхозпредприятий, а в результате в оборот будет введено более 10 тысяч гектаров сельхозугодий. Молодцы, хоть помогает государство нам, сельским жителям, фермерам.